Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке вяжем вот такие прекрасные мотивы крючком. Смотрите, здесь поменяла местами цвета, получается вот так вот. Я буду вязать несколько таких мотивов, потому что дальше у меня будет из них сумочка. Я вам покажу, как связать. Я вам покажу в данном видеоуроке подробный мастер-класс, как связать вот такой вот мотив. В работе буду использовать шнур Карамель Бэби. Это шнур 2 миллиметра. Так, и вязать буду крючком номер 3,5. Также идеально для работы подойдет крючок номер 3. Смотрите, для вязания своего мотива в мастер-классе вот этот цвет заменю на коричневый чуть светлее, чтобы был более понятен мастер-класс. Итак, заказать такой шнур можно на сайте Пряжа Центр. По моему промокоду будет скидка 10%. Всю информацию вы найдете в описании под данным роликом. Итак, приступаем к вязанию. Итак, делаем колечко. Набрали первую петельку, набираем еще одну петельку и одну воздушную петлю. Это у меня вот эта петелька будет вместо первого столбика. Да, вязать я буду полустолбиками с накидом. Смотрите, делаем накид и 3 петельки провязываем вместе. В кольцо мы должны провязать 12 таких петелек. Первая вот, мы уже первую провязали, вот это вторая. Всего должно быть 12. Так, 12. Стягиваем наше колечко, хорошо стягиваем. И закрываем наш первый ряд. Так, смотрите. Вот это у нас косичка между первой и второй петелькой, а закрываем мы вот эту воздушную петельку, которую мы делали, когда провязывали первый искусственный столбик. Так, соединительной петлей закрыли. Чтобы себя проверить, посчитайте, у вас должно быть 12 косичек. Раз, два, вот этих вот косичек, петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все. Следующий ряд мы будем вязать другим цветом, поэтому сделали воздушную петельку и обрезали наш шнур. Обрезали, хвостики можно спрятать и переходим на другой цвет. Итак, второй и третий ряд мы вяжем другим цветом. Я уже говорила, что для наглядности коричневый взяла, который более светлый. Так, смотрите, провязываем первую петельку. Опять же, мы второй ряд будем вязать полустолбиками, но по правилу идеального круга, если у нас в первом ряду было 12 полустолбиков, то во втором ряду их должно быть на 12 больше, то есть 24. Итак, делаем первую искусственную петельку, так же, как я вам показывала. И еще одна воздушная петля. И сюда же провязываем полустолбик с одним накидом. 3 петельки вместе провязали. То есть теперь под каждую косичку мы провязываем по 2 полустолбика. Итого, чтобы во втором ряду у нас получилось 24 полустолбика с одним накидом. Под каждую косичку провязываем по 2 полустолбика. Вяжем самостоятельно до конца ряда, а я далее покажу, как перейти на новый ряд. Итак, я провязала 24 полустолбика с одним накидом. Обязательно перепроверьте себя. И теперь мы закрываем этот второй ряд и переходим на вязание лепесточков нашего цветка. Смотрите, как мы закрываем. Опять же, первый наш искусственный полустолбик, и вот где мы провязывали воздушную петельку. Да, в эту петлю с соединительной петелькой провязали.
Далее делаем накид. И следующая воздушная петля, мы ее пропускаем, а та, которая за ней, сюда провязываем. Полустолбик с одним накидом. Столбик с одним накидом. Это все в одну эту петельку. И столбик с одним накидом в 3 приема. То есть мы делаем накид и сюда же провязываем. И провязываем каждую петельку отдельно. Провязали 1, 2, 3. Все. В следующую петельку мы провязываем 3 столбика с 2 накидами. Делаем 2 накида и провязываем следующую петельку. 3 столбика с 2 накидами. 1, 2 и 3. Провязали 3. В следующую петельку формируем далее наш лепесток. Мы провязываем столбик с одним накидом в 3 приема. Просто столбик с накидом. Все сюда же вяжем. И полустолбик с одним накидом. Таким образом у нас для одного лепестка были задействованы 3 петельки, да, куда мы провязывали по 3. Так, далее следующую косичку, следующую петлю мы пропускаем, и которая идет за ней, соединительной петелькой фиксируем наш один лепесток. Вот у нас один готов. Все последующие вяжем точно так же. То есть смотрите, делаем накид, одну петельку пропускаем, и в следующую мы провязываем полустолбик с одним накидом, столбик с одним накидом и столбик с одним накидом в 3 приема. 2, 3. Так, под следующую косичку вяжем 3 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3. И под следующую косичку столбик с одним накидом в 3 приема, столбик с одним накидом обычный и полустолбик с одним накидом. Делаем накид и все 3 провязываем вместе. Одну пропускаем, в следующую фиксируем соединительной петелькой. Вот мы провязали 2 лепестка, последующие 2 вяжем сами. Итак, довязываем наш последний 4-й лепесточек. Так, делаем накид, столбик с одним накидом в 3 приема, обычный столбик с одним накидом и полустолбик с одним накидом. Все под одну косичку провязываем. И у нас как раз получается, смотрите, одна петелька, которую мы пропускаем, и следующую мы фиксируем соединительной петлей. Делаем воздушную петельку и обрываем нашу ниточку. Далее будем вязать розовым цветом. Вот такой получился цветочек. Сейчас свяжем для него ободок. Итак, смотрите, снова берем розовый цвет. И можно не именно там, где мы заканчивали вязание, но между 2 лепесточками, вот с правой стороны. Смотрите, как мы вяжем. Вытянули петельку, провязали столбик без накида. Сюда же провязываем еще один столбик без накида и 2 воздушные петли. Так, в следующую петельку мы провязываем столбик с одним накидом в 3 приема. Накид. 1 провязали, 2, 3. Далее 2 столбика, одиночные они будут. Далее провязываем столбик с одним накидом. Еще один столбик с одним накидом в следующую петельку. Так, смотрите, вот у нас
3 столбика с 2 накидами предыдущего ряда. Вот мы к ним подошли. И здесь под каждую косичку мы будем провязывать по 2. Но я буду говорить именно по 2. Смотрите, провязываем под эту косичку столбик с 1 накидом. И сюда же столбик с 1 накидом в 3 приема. 1, 2, 3. Под следующую косичку 2 столбика с 2 накидами. И под третью косичку столбик с 1 накидом в 3 приема. 1, обычный столбик с накидом. Вот. То есть под каждую из этих 3 косичек мы провязали по 2, но разных столбика. Далее одиночный столбик с накидом. Следующую петельку тоже одиночный столбик. Потом столбик с 1 накидом в 3 приема. Так. И посерединке мы вяжем столбик с 2 накидами. И далее снова идем, все повторяя вот этот наш раппорт, можно сказать, да. То есть мы вяжем столбик с 1 накидом в 3 приема, столбик с 1 накидом под следующую петельку, под следующую снова столбик с 1 накидом. И вот мы подошли к нашим 3 столбиком с 2 накидами предыдущего ряда. Еще раз повторю, что мы там провязываем. Итак, обычный столбик с накидом, сюда же столбик с накидом в 3 приема, под следующую косичку 2 столбика с 2 накидами. 1, 2. Под следующую косичку столбик с 1 накидом в 3 приема и столбик с 1 накидом. Далее завершаем наш раппорт. Мы провязываем столбик с 1 накидом, одиночный, снова столбик с 1 накидом, столбик с 1 накидом, 3 приема. Все, и посерединке у нас столбик с 2 накидами. Как вязать я показала. Вторую половинку обвязываем сами. Так, довязываем последний столбик с 1 накидом в 3 приема и закрываем этот наш 4-й ряд. 1, 2, 3. Смотрите, как закрываем. Когда мы формировали искусственный столбик с 2 накидами, 1, 2, вот в эту воздушную петельку. Закрываем, фиксируем воздушной петелькой и обрезаем нашу нить. Все. Все ниточки с обратной стороны прячем. Итак, вот такой мотив получился у нас с вами. Вот такие мотивы я уже связала. Да, я далее буду вязать сумочку. Это все покажу в последующих видеоуроках. В следующем покажу, как соединять эти мотивы между собой ровным красивым тамбурным швом. У меня будет подробный видеоурок, а уже потом будет видеоурок по вязанию сумочки из таких мотивов. Так что, если вам полезен был мой видеоурок, мастер-класс по вязанию такого красивого мотива, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!